Друзья, всех приветствую, с вами Аси Genius, и сегодня в обзоре рассмотрим динамические наушники от компании Tanzu в коллаборации с Bad Guy Audio. Приходят они в небольшой коробке с очень приятным оформлением, и за звук здесь отвечает два динамических драйвера. Один диаметром 10 мм, а второй 8 мм. Но вот что еще тут интересно, это их очень низкий импеданс, 8,5 Ом, а чувствительность тут составляет 98 дБ, что, согласитесь, встречается довольно редко. Поэтому со смартфоном эти наушники точно не послушаешь. Теперь давайте рассмотрим комплектацию. Два набора фирменных силиконовых амбушюр, мешочек из кожзама, удобный, но простенький кабель с коннекторами 2 пин и штекером на 3,5 джек. Ну и конечно, вот они сами наушники, которые тут выполнены из прозрачной смолы с золотистым оформлением лицевой панели в виде бабочки. Рядом находится разъем 2 пин и первое компенсационное отверстие. А их тут, кстати, всего 3. Еще двое находятся на внутренней части корпуса, где очень хорошо как раз виднеются те самые динамические драйвера. Один побольше, другой поменьше. А звуковод тут достаточно вытянутый, с небольшим бортиком для того, чтобы нормально фиксировались амбушюры. Поэтому с посадкой тут все отлично, как и со звукоизоляцией. Что с комплектными амбушюрами, что с другими типа Divinus. Единственное, что меня немного расстроило, это вот такой небольшой дефект, который есть только на левом наушнике. А так все отлично. Ну а теперь, друзья, мы подошли к самой главной части обзора, именно к разбору звучания динамических наушников Tanzu Huan NV. И начнем, как обычно, с разбора их тюнинга, который тут представлен в лице отличной знакомой мне нейтральности и теплой тональности с усилением низких частот на 10 дБ и идущим в паритете акцентом на верхней середине. То есть для того, чтобы эта область не забирала на себя много внимания. Излишне тут ее не стали усиливать, и это я одобряю. Да и высокие частоты в рамках использования двух динамических излучателей получились, как по мне, очень даже продолжительными. По крайней мере, тут нету никакого резкого среза, а наоборот, на краю диапазона после 15 кГц они очень плавно затухают. То есть, насколько возможно, нам их тут протянули, и глухими эти наушники точно не назовешь, так как высоких частот тут достаточно. И как вы уже, наверное, догадались, с низкими частотами дела тут обстоят хорошо, так как мы имеем увесистый и глубокий вес саббасовых нот с очень аккуратным усилением мидбаса, но сразу скажу, что какой-то раздутости и излишней той самой гулкой басхедности здесь нет, так как образ баса воспринимается как максимально точный и сфокусированный на удар с очень плавным переходом к области средних частот, да и с воспроизведением текстуры и слышимости сатурации всех этих гармоник тут все хорошо. Бас четко выделенный, фактурный по восприятию и достаточно прозрачный. Я бы даже назвал, в миксе он буквально обведенный, никакой смазанности его образа тут нет. Да и я думаю, что его количество определенно должно хватить большинству слушателей, особенно в электронике или хип-хоп жанрах. Все-таки это аккуратная такая полочка с очень уже ощутимым усилением на 10 дБ. Выполнена она тут очень точно и подконтрольно. И лично я рад, что Tangzu не стали ничего тут изобретать, а просто уже сделали по четкому и знакомому проверенному плану. А вот средние частоты тут подаются нейтрально, воздушно, с небольшой добавочной энергией у вокальной части и веса у ударных, за счет чего здесь мы имеем не скучную, а наоборот, более увлекательную, что главное, прозрачную и драйвовую подачу, без какой-либо сухости или холодной мониторности, которая хорошо раскрывает инструментальную, вокальную или рок-музыку, так как все на деле звучит тут с очень приятным на слух теплым тоном, без какой-либо агрессии или непонятного кривого тембра, что бывает, например, у недорогих арматурных наушников. И я считаю, и хорошо, что здесь решили остановиться на использовании именно двух динамических излучателей, так как у них и тембры, как правило, более натуральные по восприятию, без какого-либо окраса или псевдоразрешения, так и сшить их вместе куда проще.
Поэтому подача же на выходе получается более однородная и правильная, да и хорошо, что модель не стали уводить в подсвеченную яркость, а сделали уже нам все очень знакомо, что мы встречали и в Tanzu Fudu, и в Tanzu One, и я думаю, вы эти наушники прекрасно еще помните, а может кто-то до сих пор владеет ими. А высокие частоты здесь подаются как очень нейтральные, с хорошей продолжительностью, с небольшой приятной гладкостью, без какой-либо излишней резкости и сибилянтов и добавочного улучшения путем усиления этой области. И в итоге на слух ощущается это как очень теплая и аккуратная, приятная теплая подача, имеющая хорошее и раскрытое разрешение и разборчивость у тарелок и перкуссий, различных послезвучий и остаточных шлейфов. Да и количество воздуха здесь, на удивление, очень даже достаточно. То есть его тут нам не пожалели, поэтому поанализировать и разбирать музыкальные композиции куда проще, так как все образы и планы более легко разделяемые друг от друга, и у вас не возникает ощущения, будто все находится близко и зажато, или сконцентрировано в одном месте. А что меня еще порадовало, так это то, что у наушников здесь имеется хороший такой бодрый уклон в техничность и скорость, за счет чего они отлично справляются с более тяжелыми инструментальными треками и особенно хорошо подходят для чего-то акустического или классической музыки. Да и в целом это получилась очень даже такая всежанровая модель. А вывод по данной модели наушников у меня получился таков. Tanzu Huan NV – это очень приятные динамические наушники с нейтральным, совершенно не ярким и неутомительным тюнингом, с хорошим усилением низких частот, что уже должно хватить большинству слушателей, конечно, кроме совсем лютых басхедов, но для всех остальных этого достаточно будет, чтобы хорошо слышать те самые глубокие и раскатистые басовые ноты, дополненные приятными теплыми средними и очень прозрачными и детальными высокими частотами. Единственное, что я бы хотел, это получить чуть более широкую по стереопанораме звуковую сцену. Ссылка на покупку наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал и не забывайте ставить лайки. С вами, как всегда, был IC Genius. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.